Мы с вами вновь находимся в Институте неорганической химии, но на этот раз мы с вами отправимся в лабораторию пористых координационных полимеров. Не будем затягивать, погнали! А помогать нам разбираться в премудростях координационных полимеров будет Даниил Николаевич Дыбцев, заместитель заведующего лабораторией. Здравствуйте. Даниил Николаевич, расскажите, пожалуйста, в общих словах, что такое координационные полимеры. Мы можем воспользоваться такой простой моделью. Есть, всем известно, всем людям, кто хоть когда-то убирал, мыл посуду на кухне, есть губка поролоновая, которая, мы все знаем, что если мы проведем ее по мокрому столу, она впитает все капли. Вот. Пористый координационный полимер – это то же самое, по сути, только это губка для молекул. Это соединения, в которых маленькие-маленькие отверстия, дырочки, каналы, полости, какие-то внутренние проходы. И размер этих каналов, диаметр их, он ровно размером в небольшую молекулу. Соответственно, маленькие молекулы, это могут быть молекулы газов, какие-то небольшие другие химические вещества, они с высокой охотой пытаются заполнить эти каналы, и таким образом такой пористый координационный полимер впитывает молекулы газов, чего-то еще, очень большие объемы. А как вот он устроен вот так в общем? Здесь нам поможет небольшая модель. Смотрите, здесь вы видите, что это пористая открытая структура, состоит из шариков и каких-то проволочных связей, которые эти шарики соединяют. Каждый шарик — это атом металла или небольшой кластер металлов. Каждый такой мостик — это какой-то органический лигант. Поэтому они называются металл-органические каркасы. Ага, то есть все достаточно просто. У нас есть металлический центр, и эти центры, они между собой связаны органическими лигандами. Такими мостиковыми лигандами, которые связывают два или больше. В данном это простая модель, здесь только два атома связаны, есть более сложные структуры. Концепция сохраняется, она точно такая же. И получается, что вот у вас в лаборатории вы их синтезируете, а что потом? Мы их синтезируем, мы изучаем их кристаллическую структуру, мы изучаем их текстурные характеристики и пытаемся изучать какие-то уже практические свойства. У нас в этом смысле полный цикл исследования, весь фундаментальный полный цикл исследования. Тогда я предлагаю начать осмотр с того, как синтезируют эти самые металлорганические каркасы. Хорошо, давайте приступим. Расскажите, пожалуйста, вкратце, чем сейчас занимаются в лаборатории? Хороший вопрос, спасибо. Вообще направление пористых металлоорганических координационных полимеров развивается уже 10-20 лет и получилось довольно много ответвлений, сформировалось в последнее время. В нашей лаборатории тоже есть несколько направлений. Самое основное использование вот таких пористых каркасов с большими порами внутри — это, конечно же, сорбция газовых молекул, сорбция лекарственных молекул и транспортные свойства и так далее. Но кроме того, в нашей лаборатории сейчас активно исследуются люминесцентные свойства таких соединений, в том числе люминесценция как отклик на присутствие каких-либо молекул. Это могут быть вредные молекулы, это могут быть взрывоопасные молекулы, это могут быть еще какие-то, может быть, наоборот, полезные молекулы. Таким образом, пористый каркас сорбирует из атмосферы или из воды такие частицы, и, может быть, ионы, это могут быть ионы тяжелых металлов, и дает вам какой-то отклик об их присутствии, об их концентрации, об их наличии или отсутствии. То есть здесь применение в сенсорных технологиях таких каркасов, оно очень перспективно и в настоящее время интенсивно исследуется, в том числе и в нашей лаборатории. Здесь я также могу сказать про ионный транспорт, про ионный обмен, то есть какие-то мембранные технологии, в том числе для литиевых элементов, для водородных элементов, топливных элементов, то есть те технологии, которые в настоящее время востребованы, но пока под них нет хороших фундаментальных решений, фундаментальных научных решений. То есть использование пористых каркасов может быть той самой технологией, которая даст необходимый прорыв для того, чтобы хорошие полезные устройства нашли широкое применение в нашей жизни. А можно эти каркасы использовать для хранения, например, водорода? Конечно, можно. И вообще говоря, сорбционные характеристики таких каркасов, как известно, они рекордные и
самые лучшие сорбенты газов, это касается и водорода, либо других газов, это именно металлоорганические каркасы. Они превышают по своим характеристикам циолиты, углеродные материалы и все остальное, что пока есть в настоящий момент. То есть, если я правильно понимаю, то если все-таки сделают автомобиль на водороде, то металлоорганические каркасы, они могут быть там использованы. Могут быть, хотя и у этой технологии, как и у любой другой, есть свои недостатки. Вопрос, какая победит. Но, можно сказать так, это перспективное и одно из наиболее перспективных направлений, это именно используя высокопористых соединений. Хорошо, тогда каким же образом мы можем синтезировать эти металлоорганические каркасы? Синтез на самом деле очень простой. Все делается в один шаг. Мы смешиваем в каком-то реакционном сосуде все необходимые компоненты. Это источник металла, соль, это какой-то органический лигант, растворитель. Герметизируем его и нагреваем. Соответственно, у нас есть три варианта сценариев, которые могут проходить. Это реакция при низком давлении, реакция при среднем давлении, реакция при высоком давлении. При низком давлении мы используем обычные вот такие вот ампулы, закручивающиеся крышкой. Закрутили, там есть прокладочка, и, в принципе, невысокое давление здесь вполне держится. Для реакции при среднем давлении мы используем стеклянные трубки, запаиваем их, и этого вполне хватает, я могу это продемонстрировать. Для высокого давления мы используем стальные автоклавы, такой хорошая, крепкая, тяжелая штука. Сюда вставляется тефлоновый реактор, тоже, опять же, с нужными нам реактивами, закрывается. Герметизируется. У нас есть сильные ребята, которые умеют пользоваться такой системой. Все закручивается. И понятно, что такой реактор может выдерживать очень большие давления. И реакции при высоких температурах, они все проходят именно в таких сосудах. Ну, сейчас я покажу, что на самом деле запаивать стеклянные ампулы это совсем просто. У нас это делает любой студент. И даже я еще помню. У нас есть простая горелка. Сильное пламя нам ни к чему. Вот у нас есть уже подготовленная реакционная смесь. Видите, она окрашена. Здесь используется какой-то переходный металл, например, кобальт. Мы аккуратно нагреваем. Прокручиваем равномерно, чтобы стекло прогрело со всех сторон. Оно должно стать слегка желтым. Оно будет легко слипаться. И после этого можно просто пинцетом прижать. Пик. Все. Все. Это герметичная структура. Супер, прям просто. Все, можно ставить в печку, можно нести в печный зал. Не, ну это прям очень просто, и мне кажется, что такое можно делать и дома прям. Можно? Можно, но лучше в химической лаборатории. Понятно. Вот тогда пойдемте на следующий этап. Идем дальше. Итак, мы пришли в какой-то зал, где находится очень много чего-то непонятного. Расскажите, что это такое и для чего это нужно вообще? Это все понятно, это печи, программируемые шкафы. Они используются для нагрева, для того, чтобы нагревать потом наши реакционные растворы. Они все стоят на своих температурах, они все программируются. То есть у нас действительно много возможностей для того, чтобы для каждой конкретной реакции подобрать нужные условия, чтобы это шло оптимальнейшим образом. То есть мы просто открываем шкаф, помещаем туда наши растворы, которые мы приготовили, закрываем его. Программируем шкаф, здесь есть программатор, и все, и на несколько дней уходим. Все так просто. То есть это получается как некоторые инкубаторы для веществ. Совершенно и точно. Что происходит внутри? Внутри вещество просто нагревается, и за счет того, что нагрев происходит в контролируемом программируемом режиме, у нас получается вещество в виде хороших, красивых монокристаллов, которые дальше потом можно будет анализировать. Если я правильно понимаю, то сама реакция, она происходит как раз-таки в
Да? Внутри печи. Сам синтез пористого каркаса, сама его сборка, самосборка, если угодно, происходит именно в процессе нагревания. И каждая печь, она рассчитана под определенную температуру. Определенная температура, да, та, которая востребована. Ну, каждый может перепрограммировать ее по своему желанию, по своим потребностям. В настоящий момент вот здесь такие стоят температуры. Вы можете воспользоваться имеющейся, можете перепрограммировать, если вам надо. Они все печи заняты в настоящий момент, все в реакциях. Вот такой вот еще очень интересный вопрос. А какая была самая долгая реакция? Ну, наверное, 2 недели, 3 недели. 2 недели. 3 недели, да. Это, я не знаю, слишком долгих у нас нет. 3 недели. А 3 недели что в это время делает ученый? Ученый в это время обрабатывает предыдущие результаты, ученый в этот момент планирует следующие синтезы, ученый в этот момент может сделать еще реакции, поставить их в другие свободные печи. То есть конвейер идет непрерывно. Понятно, то есть ученый, он не дремлет. Нет, никогда не дремлет. Творческий процесс идет. Окей, мы вырастили кристаллы. Что с ними происходит дальше? После того, как мы увидели какой-то красивый кристаллический продукт, мы идем на монокристальный рентгеновский дифрактометр. Смотрите, когда мы идем на дифрактометр, мы, конечно же, для начала хотим убедиться, что мы действительно получили кристаллический продукт. Здесь лежит наш с вами образец, который уже прогрелся нужное количество времени в печи. И вот здесь мы видим, что мы имеем, смотрите, какие красивые кристаллы. Здесь они, конечно же, находятся под увеличением. Их реальный размер примерно полмиллиметра. Это маленькие кристаллики, но это тот самый размер, который идеально подходит для рентгена структурного анализа. Отлично. И то есть мы оттуда этот кристаллик забираем и идем уже наконец-таки на рентгеноструктурный анализ, да? Да. Отлично. Наконец-то идем туда. Вот мы наконец-то добрались до структурного анализа. Расскажите, что это за прибор и что он позволяет узнать о веществе? Очень хорошо. Это монокристальный рентгеновский дифрактометр фирмы Agilent. В настоящий момент там уже на тонком-тонком волоске находится наш кристалл. Происходит его облучение рентгеновским пучком. Детектор собирает, соответственно, дифракционную картину. Кристалл находится под непрерывным охлаждением. Собственно, почему здесь так шумно? Это работают установки по сжижению азота и подаче холодного потока туда, под образец. Соответственно, компьютер собирает много-много дифракционных картинок в разной ориентации, и потом происходит обработка этих дифракционных данных и реконструируется кристаллическая структура вещества. То есть мы можем узнать, по сути, где расположены атомы в решетке. Метод рентгеноструктурного анализа позволяет получить вам исчерпывающую информацию о строении, координаты каждого атома в ячейке, все углы, все межатомные расстояния, размер пустот, которые там получаются, полостей, там, диаметры каналов, все что угодно. Вся информация может получиться вам после анализа на этом приборе. А вообще, насколько долго этот прибор определяет структуру, ну, например, одного кристалла? В зависимости от конкретной структуры, от ее симметрии, непосредственно съемка данных может занимать от нескольких часов до нескольких дней. А расшифровка структуры, опять же, в некоторых случаях происходит практически автоматически, а в некоторых случаях приходится долго возиться и может занять несколько недель. Да. Здесь требуется, конечно же, очень квалифицированное исполнительское мастерство, опыт и прочие навыки, которые к счастью наших сотрудников имеются. А не выстраивается ли тогда очередь на прибор? Прибор, конечно же, очень востребован. Это наша главная рабочая лошадка, которая позволяет нам, естественно, увидеть структуру наших веществ. Прибор постоянно загружен, работает в режиме 24/7. Но нас это устраивает, то, что мы имеем постоянный поток образцов, мы этому рады скорее. Лучше пусть будет работать постоянно, чем будет простаивать. Итак, мы определили структуру вещества и что мы делаем на дальнейшем этапе исследования. Определив структуру, мы можем заранее предугадать, какие возможные функциональные свойства может такое соединение получить. Если мы видим крупные пористые каналы, мы идем на изучение сорбционных свойств. Если мы видим какую-то компактную плотную структуру,
Мы можем изучать какие-то другие свойства, например, люминесценцию, каталитические свойства, проводимость и так далее. Но нас прежде всего в нашей лаборатории интересуют, конечно же, пористые соединения. Для исследования таких структур у нас имеется еще один арсенал приборов, сорптометры. Ну, для этого мы должны пройти, соответственно, в другую комнату. Ну, пойдемте. Как я понимаю, это прибор для измерения сорбционных свойств. На каком принципе он работает? То есть, каким образом он измеряет эти самые сорбционные свойства? Совершенно верно. Это прибор американской фирмы Quantachrome. Он работает по так называемому волюметрическому принципу. Это на самом деле очень просто. Образец сначала активируется в данной камере. Здесь помещается наш пористый каркас. Одевается мешочек такой для нагревания, и в глубоком вакууме происходит его активация. То есть полное удаление всех веществ, которые там могут находиться в данном канале, в данных каналах. После этого вещество переставляется в рабочую камеру, и здесь происходит непосредственно уже съемка, измерение его сорбционных характеристик. Для этого прибор дозирует небольшие количества газов, газы какие угодно. Вы вот здесь видите, за своей спиной находятся баллоны разноцветные, каждый цвет означает свой газ. Метан, углекислота, азот, аргон, водород и так далее. И эти газы добавляются к нашему веществу, и прибор сам анализирует, какое количество газов при конкретном давлении сорбируется в это вещество. Строится график, который называется изотермой адсорбции. И обработкой этого графика вы можете получить самые разнообразные параметры, которые относятся к фундаментальным сорбционным характеристикам этого соединения. Это может быть удельная поверхность, это может быть внешняя поверхность кристаллов, объем микропор, объем мезопор, распределение пор по размеру, по диаметру и так далее и тому подобное. Отлично. А, например, вот сколько 1 грамм этого каркаса может сорбировать в себя какого-нибудь газа? Скажем, например, если мы говорим о адсорбции углекислоты, то 1 грамм такого каркаса при обычных условиях может сорбировать до пол-литра газа. Пол-литра газа на 1 грамм? Да, это на самом деле очень много, и достаточно сказать, что многие вещества, будучи сорбированы в полостях этого каркаса, приобретают плотность даже больше, чем они имеют в жидком конденсированном состоянии. А какие газы обычно вот изучаются на адсорбцию? Мы можем изучать, как я сказал, самый разный спектр газов. В практическом плане наиболее интересно исследовать адсорбцию горючих газов, таких как водород или метан, которые являются настоящим или будущим топливом для автомобилей. Поэтому важно получать какие-то материалы для хранения большого количества этих газов в компактном объеме. Также представляет интерес и важность сорбцию каких-то вредных газов. Это могут быть углекислота, оксиды серы, оксиды азота. То есть все то, что отравляет нашу атмосферу из выхлопов, выбросов промышленности или автомобилей. В этом смысле пористые металлоорганические каркасы являются лучшими сорбентами для такого рода вредных веществ. Кроме того, данный прибор оборудован возможностью адсорбции паров жидкостей. То есть кроме газов мы можем здесь изучать также адсорбцию воды, адсорбцию какой-то органики, небольших молекул, ну, например, летучих каких-то органических вредных веществ. Тоже все можно изучать. Вот мы прошли с вами путь настоящего химика-исследователя в лаборатории пористых координационных полимеров. Спасибо вам, Данил Николаевич, за эту экскурсию. Было очень интересно, мне кажется, и познавательно. Дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями и выходом новых экскурсий. И, конечно же, спасибо за просмотр. Пока!